Евушка, кого вы тут увидели? Овец. Вот, мы вам покажем овечек. Мы здесь проходили, а Евушка увидела. Мама, А они тут почему себе вот эта овечка пасутся, на меня да? так смотрит, как будто я не что-то сделала. Ну, и интересно, кто-то такой подошел. И с ними вороны вместе. Да, пасутся. Мама, почему она так на меня смотрит? Это у нас вот здесь, возле дороги, сразу поворотик такой. Вот здесь такое небольшое поле. Вот мой мальчик побежал, побежал. Это у них разминка. Сейчас те, кто раньше пришли, им можно побегать и поразминаться. Всем здравствуйте! Вы на канале Оздоровление с Ольгой. Сегодня у нас понедельник. Мы пошли вечером прогуляться на площадку. Ева меня вытащила, потому что наконец-то сегодня целый день не было дождя. И так уже потеплело немножко, уже чувствуется ранняя весна. За последние пару недель у нас есть изменения. У меня двое старших уже пошли в школу. Папа одной из девочек, он сейчас без работы временно. И я узнала, что он начал возить свою дочку. Она на год старше моей Евы, получается, тоже в этом классе. И я спросила, может ли папа возить еще двоих моих. И я сказала, что буду доплачивать за это. И они согласились. В общем, я так где-то 20 евро платила, за одну неделю заплатила. И, конечно, ситуация с Родионом не решилась пока. Ездили только Ева с Марком, мы поехали, сразу купили форму. Они приехали первый день. Дальше расскажут, как им понравилось первый день в школе. Мои пупсики пришли со школы первый день. Ева, как твои впечатления? Что ты делала? Какие тесты были? Мы ржали с директором. Да, мы были у директора в офисе, делали тест. И я разговаривала. Как разговаривала? На английском. На английском разговаривала? Да, Тебе Марк он- помогал? Мы писали целый тест. разные смешные... Ржали на весь кабинет. Ева, ну, И смеялись. директор. Смеялись на весь кабинет. И директор смеялся? Да, все смеялись мы. Ага. А Ева, покажи свою форму новую. Но было Ага, тест, первый вот тест такая. был веселый, а для меня второй тест был сложный. А мне так понравилось. У меня второй тест был не у директора, а мне задал учитель второй А тест. что там печется? Рогалики для вас Рогалики с изюмом. с орешками. И с орешками. Ева со школы первый день сегодня принесла для занятий. Это сложно, конечно, но есть. Сегодня с Украины пришли вот такие две огромные посылки. Бабушка вот Роди Лего паровозик Вот такая. будет сейчас строить, да, Родь? Ну. Тут у нас игрушки. Бабушка варенье свое передавала. Здесь новое постельное покрывало. Что тебе передала? Шарик? Шариков. Ух ты! А еще что? Еще не проверила. Бабушка нам передала вот такую, что это? Куколку? Покажи, да покажи. Там надо вот таким карандашиком собирать блестки. В школе очень много религиозного направления, то есть они поют песни, на ирландском они ездят в церковь. Ну вот пока они были одну неделю, мы так совпало, что был день бабушки, дедушек, и они ездили в церковь. Директор позвонил мне, спросил, можно ли, разрешали я детям поехать в церковь. Ну, я понимаю, что их никто оставлять одних не будет там, но сказала, что да, я не против, пусть посмотрят, только чтобы они не участвовали в никаких обрядах, потому что у нас другая религия. Ну, он знает, потому что мы подписывали формы, и там я указывала, что у нас ортодокс называется. Они учатся, получается, 3 класса в одном классе, то есть 1, 2, 3 учатся в одном кабинете, одна учительница на 31 человек, ну пока 31. Получается, у Марка
Марка 11 человек и в первом, во втором по 10 человек. Да, конечно, сложно, и это не уделяется внимания так, как уделилось в прошлой школе, но более-менее домашние задания задают потихоньку, книжки у них разные. Единственное, что читать дают одинаково, что Еве, то и Марку. Для Марка это нормально, он понимает, а вот для Евы, конечно, сложно, потому что она только-только начала читать потихоньку. Примеры такие же приблизительно, как были там, в той школе. Ну, в принципе, все хорошо. Гуляют на улице. Питания, конечно, у них нет. Питание с собой даю кушать. Им у них там 2 переменки. Ну, в принципе, довольны. Говорит, учительница хвалит, потому что они сидят тихонечко, слушаются. Потом мы вот так отходили неделю и написали, что уже на следующей неделе, в среду, они начали ездить уже на автобусе. Получается, их 6 человек в автобусе. Но Родька мой не ездит. Я подъехала сразу к директору и спросила, можно ли Родиона оставлять, он дошкольник, он в другом классе, можно ли его будет оставлять на часик, может кто-то за ним присмотрит там, или где-то побудет в этом классе, где они часик. Ну, в общем, директор сказал, нет, это запрещено, вы должны найти сами, как этот вопрос решить. Он мне дал номер одной службы. Я туда сразу, конечно, не позвонила, потому что я понимала, что это будет платно. То есть это служба, которая забирает детей в школы, может с ними побыть, типа у них как продленка есть. Я тогда еще не понимала, что это такое и как это, в каком виде. Я на следующий день пошла еще раз к директору сюда, в эту школу местную, и поговорила с ним. Он сказал, таких мест нет, даже для Родьки. Ну, это я знала, я думала, может быть, для Роди хотя бы. И вот он меня спросил, а вам предлагали какой-то вариант, ну, как решить вопрос с Родионом? Я говорю, ну, вот дали мне эту службу. Он говорит, а вы звонили? Я говорю, нет, потому что, ну, мне очень сложно общаться по телефону. Он говорит, давайте я вам помогу. И он позвонил сам, поговорил с этой женщиной, спросил, есть ли место для ребенка. Они сказали, что да, есть, и это будет бесплатно. Я была приятно удивлена. Потом я созвонилась сама. Конечно, я понимаю, что английский мой хромает ужасно, но потому что я последние 2 месяца вообще его не практиковала. Так, вообще от случая к случаю совсем чуть-чуть. И, конечно, когда ты не общаешься каждый день, немного он очень быстро забывается, и я только-только начала включаться по чуть-чуть. Ну, в общем, как-то, я договорилась. То есть мне пришлось через время перезванивать, уже другая женщина взяла трубку, и я объяснила уже заново то, что я хотела. Потом мне написала женщина, та, с которой разговаривал директор, написала в WhatsApp, что моих детей она подала на грант. Мне нужно было отослать ей копии, скрины детских загранпаспортов, их PPS, полный зарегистрированный адрес наш, и сказала ждать несколько дней. Но я так поняла, что несколько дней это может быть тоже несколько недель, как и ждали мы школьный автобус. Я потом уже узнала, что, оказывается, это группа продленного дня, и что уже некоторые в ней участвуют. То есть некоторые мамочки из другой школы, которая в другую сторону, примерно на том же расстоянии, что и наша эта школа, что уже ездят. То есть я обратила внимание, что стал ездить автобус, приходить это 8-10, заезжать. Я не могла понять, что за автобус. А это, оказывается, такая вот продленка. Их забирают с утра, отвозят в школу, потом со школы забирают, отвозят на вот эту продленку, там они кушают, играют, делают домашние задания, и их привозят домой где-то с 4:30 до без 26, где-то так. Я, конечно, я не знала о том, что это уже существует давно, как-то наши никто не говорил об этом, а потом стали писать в нашей группе, что вот в Эрил школу тоже это все делают, напишите, кто учится, кто хочет. Но я думаю, что, наверное, с нашей подачи, то есть мы первые туда зарегистрировались, но вот до сих пор мы еще ждем. Я, конечно, буду очень счастлива, если это пройдет, потому что я думала, что это под вопросом. Но я так понимаю, что такие дети мои попадут.
просто нужно подождать. Они сделали такое, как для украинцев, очень приятно, конечно. Сделали, я так понимаю, такую вот программу через государство, как-то они подают на грант. Я очень надеюсь, что действительно это все пройдет, и мы попадем, я надеюсь, побыстрее, потому что Родион вот уже 2 месяца без школы, он сидит дома со мной, и, конечно, я не могу пока ничего наладить в своей деятельности, то есть я не могу полноценно не учиться, не могу на курсы ходить, не могу заниматься работой, в общем, привязана. Ну, конечно, сейчас полегче, потому что уже немножко больше свободного времени, с Родионом одним это уже легче, вот, но жду, конечно, очень, ему очень хочется в школу. У них пятница, получается, выходной был, какие-то экзамены они сдают, и вот суббота, воскресенье, в понедельник у них какой-то тоже праздник здесь, и тоже выходной, 4 дня, конечно, тяжеловато, 4 дня, это, ну, уже мы их отбыли, завтра уже детки идут в школу. Немножко у меня Марк приболел, Родька чуть-чуть сопливит, ну так, не сильно. Марк немножко, Ева, все нормально, Марк с температурой 2 дня. Мы были в наших спортивных секциях на этой неделе, ни Марк, ни Родька. Ну, как-то вот так. До встречи в следующих видео. Пока-пока, берегите себя и своих близких. Так, у нас на площадке появилась опять эта качеля, она была сломана, и вот кто-то сделал уже снова, как в Малахайде было. Поехала девочка. Ух ты! Самая классная качеля, но она была не работая, а теперь все, счастье.